А у вас есть места силы? Такие места, куда хочется возвращаться вновь и вновь. Места, где отдыхает ваша душа, настраиваясь на одну тональность с природой. Там, где можно провести всего несколько дней и зарядиться энергией на целый год. Одним из таких мест для нас стал Крым. Мы любим возвращаться сюда, каждый раз радуясь, предвкушая финишную точку. Нам нравится, что Крым разный, со степными участками, пологими холмами, возвышенностями и засеянными полями, с множеством гор и скал, порой причудливой формы, статно наблюдающих свысока за жизнью полуострова, различной растительностью и, конечно, Черным морем. Мы снова и снова стремимся сюда, словно перелетные птицы стремятся в сторону юга. Мы заряжаемся, когда видим пустынные пляжи, опоясывающие сонное море, по которым можно идти вдоль берега больше часа, встречая только пролетающих чаек на своем пути. Мы едем по дороге на юг, оставив городскую суету где-то там позади, чтобы познать этот мир чуточку больше. Так, давайте немного остановимся и вернемся назад, к самому началу нашего путешествия. Отправной точкой поездки в Крым для нас стало побережье Краснодарского края, один из прибрежных населенных пунктов, где мы остановились с ночевкой. Друзья, доброе утро! Как вы думаете, где мы? А где мы? Мы прибыли на море. В общем, мы продолжаем наше безумное путешествие. И сегодня у нас побережье Черного моря, Краснодарский край, а именно Архип-Осиповка. Мы приехали вчера поздно ночью из Архыза. И сегодня, вот как я уже сказал, остановились здесь. У нас транзитная точка, чтобы переночевать. Мы сходим сейчас на море и будем двигаться в сторону Крыма. В сторону Крыма. Мы в последнее время все скакали по горам, то вверх, то вниз. И сейчас в относительно равнинной местности чувствуем запах соленой воды морской. Такой запах водорослей. Ну, все, кто был на море, наверное, знают. Сейчас, наверное, обязательно нужно искупаться. Что-нибудь перекусим и будем выдвигаться уже дальше. У нас по плану сегодня набережная и пляж Геленджика хотим заехать. Если получится, может быть, заедем в Новорос. Новорос, между прочим, очень красивый город. Он такой не совсем туристический, портовый, но есть в нем свой шарм. Все, кто планирует свою поездку, обязательно заедьте, прогуляйтесь по набережной, там тоже очень красиво. Ну что, готов к заплыву? Давненько я в Черном море. Последнее какое море у меня было? Баренцево, да? Да. Ну, посмотрим сейчас водичка. Ну как, Вик? Вода супер теплая. Мне кажется, градусов 22-23, наверное. Прям реально очень комфортно, даже неожиданно. Мне кажется, даже больше. Больше, да? Да, я потрогала. Но она прям очень вообще комфортная. На самом деле очень приятное дно там, знаешь, оно постепенное. То есть не глубокое, а вот прям постепенно заходишь. И в отличие здесь от гальки, там песочек. Наверное, вот за это и любит Архип-Осиповку. Не знаю, я первый раз здесь. Ну что, идем переодеваемся, завтракаем и шуршим в сторону Крыма. Переночевав в Архип-Осиповке, искупавшись в море и набравшись сил, мы выдвинулись дальше.
Поскольку путь наш лежал через Геленджик, мы решили ненадолго сюда заехать, перекусить и прогуляться по центральной набережной. Не прошло и часа, как мы из приветливой, гостеприимной Архипо-Осиповки Ой, не могу. приехали в Геленджик. И сейчас идем на пляж. Промежуточная точка наша. Да, это промежуточная точка перед чем-то очень большим, красивым, грандиозным. В общем, наш отдых перевалил во вторую фазу. Встречай нас, гостеприимный Геленджик. Большой курортный город с красивой набережной, множеством ресторанов, цветочными аллеями, туристами, неторопливо прогуливающимися, усваивая плотный отельный завтрак. Конечно, здесь есть и пляжи. Если вы за тюленей отдых с инфраструктурными объектами поблизости, то здесь вполне можно остановиться. Но нас интересует другое, и об этом мы расскажем чуть позже. Тут экскурсии есть на древние дольмены. Если что, в общем, проходите 3 километра по улице Строителей и сразу за дубом Лукоморья с золотой цепью поворачивайте направо. Там сидит приветливая бабулька. В общем, экскурсии хорошие. Рекомендуем. На дольмены обязательно возьмите. И чачу с пахлавой. Въехав на полуостров, нам нужно было пополнить наши продуктовые запасы, а также приобрести сим-карту. Благо, недалеко от моста есть продуктовый магазин и небольшая палатка, где можно воспользоваться услугами одного из операторов связи. В общем, мы проехали Крымский мост, километров, наверное, 15-20, и здесь есть салон связи. Тут есть магазинчики, можно перекусить. Вот покажи, здесь услуги на местного оператора. То есть есть 3 тарифных плана, 900 рублей это полный безлимит, 650 и 800. Ну, мы взяли средний за 650 рублей. У нас здесь получается будет 15 гигабайт интернета и 600 минут звонков на исходящие номера там по России. Ну, в принципе, наверное, нормально, я думаю, за неделю еще даже останется. Здесь же на территории есть магазинчик. Такой напоминает что-то типа склада. Но все необходимое в принципе есть. Качество, в общем, есть из чего выбрать, я бы так сказал. Хлебушек мы взяли, он не совсем свежий, как нам показалось. Ну, в общем, подкрепиться можно до того, чтобы доехать там уже до основных магазинов. Первая остановка в Крыму у нас село Яковенково. Небольшое рыболовецкое село, расположенное на востоке Крыма, в 40 километрах от Керчи. Рекомендуем вам начать путешествие по полуострову именно с него. Дорога на пути к нему асфальтная, но с ямами и прочими большими неровностями. Видно, что ремонт тут не делали очень давно. Направляясь к морю, вас будут встречать деревни с удручающим видом разрушенных домов, которые где-то там в глубине хранят в себе память о былом величии некогда богатейших колхозов одной очень большой страны. Мы приехали на первую точку, село Яковенково. Находится оно примерно в 40-45 километрах от трассы в сторону моря. Дорога паршивого качества, ехать там 30-40 километров в час, заплатки, ямы, поэтому будьте внимательнее. Но зато посмотрите, какие здесь фантастические виды открываются.
Помните, в начале видео в рассказе про Геленджик мы говорили о том, что нам интересен немного другой отдых. Сейчас покажем какой. Зачем именно стоит сюда ехать. Здесь не нужно ничего говорить, просто посмотрите. У нас сегодня макароны с тушенкой. Макароны с тушенкой. А можно посмотреть? Ну, посмотри. Выглядит аппетитно. Ну это по-быстрому. Чтобы мы приехали, надо быстро что-то сделать. Вот и мы и делаем, как обычно. У нас экстренное включение. 3 часа ночи. Мы проснулись от того, что нас просто комары тут едят. Видать, попали в вентиляционный люк. И их просто у нас в коробке какие-то полчища, которые нас сожрали. Мы тут все в прыщах покусанные, блин. И они летают. Не знаю, откуда они. Мне кажется, мы попали просто на какой-то комариный муравейник, на комариный пир Яковенкова. Сейчас все попадут под жернова. 2 часа ночи. У нас тут комариная атака просто. Такое ощущение, что все комары Яковенкова живут в нашем коробке. Никто не выживет. Вы не представляете, их тут полчища. Вить, ну как ты? Я покусанный, как я? Всю кровь высосали. Не всю, осталось еще чуть-чуть. Ну, тут, конечно, не видно, но их тут дофига. Я не знаю, я такого даже в Карелии не встречал. Конец сентября, и у нас вроде в коробке все закрыто было. Откуда они налетели? Ну, просто какая-то беда. В общем, мы покусаны, все чешемся. Ну, ничего. И у нас в коробке, кстати говоря, просто на потолке куча комаров до сих пор такие, напитавшиеся нашей кровью. Такой вид красивый, Витя.
правда классно приготовлено. Вроде как. Ну, в общем, мы здесь так кайфанули, что не хочется отсюда уезжать. Пожалуй, наверное, мы останемся здесь еще на денек. Жить. Жить. Можно и жить. Но здесь, конечно, очень классно. Море просто... Солнце. Море чистое. Людей вообще никого нет. Тишина. Пляж какой. Ну, вы видели, просто дикий песочек. Очень круто. Рыбку здесь рыбаки вон ловят. Может быть, сейчас ходим, узнаем, сколько она стоит. И купим на вечер себе, сделаем на гриле. В общем, это место мы однозначно рекомендуем. Пожалуйста, если кто-то сюда приедет, не соритесь здесь, потому что все-таки мы видим, да, есть какой-то мусор, мы, ну, как бы уберем его, конечно, но не оставляйте мусор, пожалуйста. Вить, давай тут купим домик. Домик? Домик. А что мы тут делать будем, Кать? Ну ты будешь рыбачить, а я буду загорать. Ну, можно. Мы видели, там объявление продается. Не, ну а что тут, смотри, безлюдно, спокойно. Народу не столько, сколько в Сочи. Мне кажется, мы просто, знаешь, застаем последние, может быть, дни, месяцы, года, когда здесь вот еще такой Крым относительно дикий. Не хочется, знаешь, приезжать, чтобы просто все вот было здесь, палатки, вот эти вот магазины, да, вот этим Крым прекрасен. Что здесь очень много уединенных мест. Ну что, покупаем? Берем. Доброе утро. Сегодня прохладненькая погода была ночью. Ветер такой сильный дул в коробок. Я проснулся часа 3, наверное, прям чувствовал, что нас вот трясет. Но ничего, к утру успокоился. Мы сейчас завтракаем и едем дальше по южному берегу. Конечная точка у нас сегодня район Балаклавы, Севастополя. Там где-нибудь, ну, найдем стоянку, чтобы заночевать. Спасибо этому месту. Мы провели здесь несколько дней, оторвавшись от цивилизации, словно побывав на другой планете. Но нужно ехать дальше. Как я уже сказал, мы движемся в сторону Севастополя. После непродолжительного совещания мы решили проехать по трассе А291 Таврида до Симферополя, откуда уже повернуть в сторону Алушты и двигаться далее по южному берегу до Севастополя. На пути у нас находился Белогорск, совсем уже известный Белой скалой, или как ее еще тут называют, Аккая. Мы, конечно, решили сюда заехать, благо это место от трассы находится совсем недалеко.
При движении к Белой скале вы будете проезжать село Яблочное. И тут есть одна достопримечательность, которую с нашей точки зрения обязательно нужно посетить. Ну и великан, конечно, вообще, просто он огромный. Даже, наверное, человек 10 его не обнимут, но я его сейчас обниму. Я люблю дубы обнимать. Сейчас пойду обниму. Здравствуй, дуба. Какой ты мощный. Какой ты мощный. Сколько ты всего пережил. Ты смотри, какие у него стволы, видь. 4 огромных ствола еще из него идет. Хороший. Он прожил тут 800 лет почти, представляешь, сколько он повидал. По пути на Белую скалу мы решили заехать к знаменитому Суворовскому дубу. Знаменит он в первую очередь тем, что ему уже более 700 лет, и под этим дубом состоялась встреча нашего знаменитого полководца Александра Васильевича Суворова с представителем крымского хана Тутун-Гирей, по-моему, да? Он так? Шакин-Гирей. Шакин-Гирей. В 1776 году, как вы знаете, да, у нас русско-турецкая война была, и, собственно говоря, здесь сам Суворов со своим 10-тысячным войском находился. И Турция, да, а Крымское ханство тогда как бы, да, ну, дружило, скажем так, с Турцией, отправила сюда как бы войско крымского хана вот этого. И у них был перевес, 40 тысяч человек их было, наших было 10 тысяч. И они как бы вот здесь вот под этим дубом с Суворовым, представители ханства с Суворовым общались, чтобы мы как бы ушли и капитулировали. Но Суворов сказал, что как бы главное не количество людей, которые воюют, а качество этих людей и качество искусства, умения воевать. И, собственно говоря, отказал в капитуляции, и в этот же день направил наши войска и разбил 40-тысячное войско крымского хана. И вот как раз под этим дубом, ну, не знаю, стрелка эта, да, она и состоялась. Вот здесь вот они общались. Это, конечно, ну, чувствуется, что он, не знаю, 700, не 700, но посмотрите просто, какие у него огромные стволы, да, их 4. И еще этот дуб называют, как бы, точнее, дуб 4 брата, по-моему, так он называется, еще такое есть неофициальное название. Давно мы хотели сюда попасть, мы еще когда в прошлый раз проезжали мимо по дороге, ну, не получилось, к сожалению. И вот сейчас нам удалось это сделать. Небольшой экскурс в историю никогда не бывает лишним. Место действительно стоящее, особенно если по пути. От дуба до скалы всего пару минут на машине. И вот мы здесь. Место силы, Белая скала, или как ее еще называют, гора Аккая. Хорошее место, чтобы сюда приехать. Можно остановиться с ночевкой, дорога хорошая, подъезд прям недалеко совсем от шоссе. В общем, рекомендуем. Мы решили не оставаться здесь в ночлег, а продолжить свой путь дальше и заночевать в окрестностях Севастополя, до которого было чуть больше 200 километров пути. Как я уже говорил, мы хотели проехать через Симферополь и после него уйти в сторону южного берега, проезжая мимо села Кипарисное, попутно посетив одну из местных усадеб.
А сейчас мы заедем в Малый Маяк, село Кипарисное, так называется. Здесь недалеко есть замок, дворец княгини Гагариной. И очень хорошая, красивая панорама. Остановились недалеко. Побоялись, что здесь разворота не будет с нашим прицепом. Поставили на обочине машину. Вроде как безопасно. И идем. Что-то везде тут частная территория. В общем, надеюсь, сейчас нам кто-нибудь откроет ворота какие-нибудь, если они тут будут. И мы попадем на долгожданную территорию музея-усадьбы княгини Гагариной. Так вот Вон Гагаринский дворец написано. ну, значит, идем правильно. Вот он, вот он. Ух ты ж. 400 рублей хотят в составе экскурсионной группы. Ты готов? Ну, в общем, я не готов отдавать 400 рублей. Вот сейчас я имею в виду, конкретно в данный момент. С учетом того, что еще такой охранник какой-то шибко умный попал. Ну, я предлагаю просто сейчас спуститься к морю и пройтись вдоль пляжа. Тут поселочек какой-то есть. Не, ну нам экскурсия не нужна. Мы просто хотели Ну, а посмотреть, там, да? Там только экскурсия. Типа, вот вы 4 минуты уже опоздали. Следующий там сказал, через сколько будет, там через час, через полтора. Ну, да бог с ним, мы скачаем вам из интернета, ставим видео, не переживайте. Судя по этой табличке, мы где-то на правильном пути. Ну, хоть к морю пойдем, я надеюсь, это бесплатно будет. Мы лучше за 800 рублей, не знаю, что хочу. Инжира купим. Инжира купим, тонну. домой привезем, да, каких-нибудь персиков. Ну, хотя... Просто по территории даже пройти нельзя, просто так. Да, ну что, мы идем. Здесь попали в какое-то такие междворья с голодными котами. Вот они тут ходят. Где-то здесь скоро будет море, я надеюсь. Спустившись вниз к морю, мы обнаружили небольшой туристический городок. Он называется Утес, состоящий из бывших рыбацких домиков. Видно, что это туристическое место, наподобие того, что мы видели в Краснодарском крае. Если вы ищете отельный отдых с минимальными перемещениями в координатной плоскости, то вам сюда. А мы едем дальше. Въехали в Севастополь. Севастополь. Город-герой, город воинской славы, с множеством памятников, рассказывающих о великом прошлом. Удивительное сочетание истории и современности в виде дорогих машин и хорошо одетых приветливых людей. И знаете, это какой-то необычный контраст. Город совсем далек от уездного захолустья или курортного пафоса. В нем чувствуется ритм и скорость, умноженная на историческое прошлое. Простите за сленг, но нам он немного напомнил московский движ. Город не засыпает в вечернее время. Напротив, у него открывается второе дыхание. Как будто дневную смену меняет смена вечерняя, принимая эстафету, привнося дополнительный импульс к жизни Севастополя. Мы вдоволь нагулялись по окрестностям города. Разбавили питание походной кухни ресторанной едой. Дело было к ночлегу, тем более, что дневной 200-километровый автомарафон давал о себе знать приятным чувством усталости. Мы решили остановиться вместе потише, недалеко от городской черты, на берегу моря, чтобы переночевать и набраться сил для завтрашнего дня. Доброе утро. Мы остановились на окраине Севастополя. Здесь что-то типа дикого пляжа. Место красивое, тихое. Если кто-то будет ехать в сторону города, здесь можно спокойно остановиться, переночевать. Плюсы: хорошая каменистая почва, да, то есть если там не забуксуешь ничего. Места может быть и не очень много, но посмотрите, на самом деле нормально. Места здесь не очень много, но сегодня будний день. Вчера вечером там одна машина буквально стояла, когда мы приехали. Здесь есть баркас, Витек, какие-то петроглифы. Вот сейчас ходим, посмотрим.
посмотрим. И вот там на заднем плане есть маяк. Поэтому место такое достаточно интересное. Рекомендуем остановиться здесь, если кто-то поедет в сторону Балаклавы, Севастополь и так далее. Смотри, тут что написано, видишь? Баркас создан для декорации художественному фильму «Флешмоб». Кинопрограмма «21 век» в честь Виктора Ивановича Люшакова, старого морского волка, всю жизнь любившего виноград, голубей и ялик с рыбалкой. Он ушел 8 марта 2020 года. Любим тебя, дедуля. Представляешь? Да. Такой баркасик, да? То есть он в море не выходил, получается? Ну, получается, да. Получается, что это просто как... И называется он Витек. Не зря ты тут оказался, Вить. Тут очень красивое местечко. Рекомендуешь эту локацию? Ну, для тех, особенно, кто любит пофотографироваться. Скажи, где будет ссылка на место? Ссылка на место будет вот тут. Нет, вот тут нет. Тут надо вот тут снизу. Вот тут. Ссылка будет тут. Тут еще есть классные качели. Можно покататься с красивым видом. Вот они. Ну покатайся. Сейчас я покатаюсь. Интересно, они мне как... О, правда, класс. Тут так здорово вообще. Спокойно, никого нету. Можно полюбоваться природой. Мне кажется, тут даже можно полдня просто кайфануть. Вообще отлично. Как будто мы на другом острове. Знаешь, где это? На берег выбросила лодку, и мы тут оказались с тобой вдвоем, ведь больше никого нет. Знаешь, что я сейчас сделаю, Витя? Загадаю желание, чтобы сюда приехать еще в другие места. Смотри.
судя по карте, тут где-то есть петроглифы, и мы их ищем, хотим найти. Но где-то предположительно вот здесь. Сейчас идем туда смотреть. Мы уже нашли один, вот он похож на глаз. Прям вообще такой четко выраженный. И рядышком еще какой-то зигзаг вон. Обалдеть, Вить. Тут вот какие-то, смотри, кружки, звездочки. Изображен какой-то святой, может быть, апостол. Обалдеть. Вить, посмотри, еще древний римлянин как будто. Да, вот тут вот. Да. Смотри, вот здесь вот дальше, видишь, рыба. Да, рыба. Ой, это вот, наверное, верблюд. Смотри, или какая-то лошадка. Похоже на верблюда. Мгм. И рыба огромная. И вот еще, смотри, тут рыба. Видишь? Да. Не знаю, насколько древнее это. Но вот это, мне кажется, относительно недавно. Ну, не знаю. Смотри, какая медуза Да. красивая, да? Такая прям это, кругленькая, как натуральная. Знаки вот. Интересно, что они означают? Да, смотри, правда. Обалдеть, как много всего. Смотри, какой котик, Кать. Ну, я думаю, это уже современный Ну. кот, да? А вон какие древние рыбы, смотри. Какие вон стрелки. Мгм. Смотри, луна и солнце. Мы с Катей отсюда уезжаем с мыслью о том, что этим петроглифам очень-очень много лет, а не то, что они выцарапаны здесь в прошлом году. Неожиданно для нас, вроде бы обычная парковка на ночь для нас превратилась в какое-то Приключения. да, маленькое приключение. Здесь, помимо того, что как бы очень красиво, здесь еще очень много интересных мест. Ну, например, вот этот баркас, да, Витек. Качели. Сами качели интересные. Есть петроглифы. И вот сзади еще есть маяк. Мы к маяку сейчас только пойдем. Не знаю, можно там пройти или нет, но если можно, то обязательно сделаем интересные кадры. В общем, место реально крутое, ребят. Кто поедет в Севастополь, там, в Балаклаву, в сторону Фиолента, да, это все же в одну сторону. Ну да. Здесь прям можно остановиться на ночевку. Очень круто, рекомендуем. Как грустно это говорить, но наше путешествие по Крыму подходило к своему логическому завершению.
Наверное, только Ларгус был рад тому, что его тяготы подходят к концу, и он везет нас домой, похрюкивая оторванным глушителем. Вот он герой, проехавший 8000 километров. Витя, Еще 2 осталось. еще 2 осталось. Вить, ну Да. в каких-то серпантинах только не крутился, но это просто не передать, просто по каким улицам мы только не колесили. И каждый раз я удивлялась тому, как ты лихо из них выходил, из этих ситуаций сложных. Вить, Что? ну как твои ощущения? Ощущения неоднозначные. Хорошие? Хорошие. В общем, мы заканчиваем наше большое путешествие. Едем в сторону дома. Выехали из Севастополя. Навигатор нам показывает 1940 километров. Не знаю, может быть, остановимся на часик, да, передохнуть, кофе попить и дальше пошуршим. Вить, Да, ну Лада наша герой. Ладушка. да, машина, конечно, машина крепкая. Что не говорить, но еще надо до дома сначала доехать. Да, давай доедем лучше, не будем сейчас пока ничего Чтобы говорить. не сглазить. Ну, пока все нормально. Вить, спасибо тебе. И тебе спасибо, Катя. Это было хорошее путешествие. Я как клюква, Нет, ты смородина красная. А вот я хочу Витечку знать. А я как кто? Ты как... Сухофруктик? А ты инжирчик Жирчик? газированный. Едем, Еле едем? едем, нормально едем. Сейчас нормально едем. 5-ю поменяли передачу, на ладе шуршит только в путь. Сейчас нас камера застала врасплох. Сзади арбузы осетинские, крымские. Всё. Груженные едем. Правда, без воды, без газа и без денег. Какой бы мы хотели сделать вывод из этого путешествия? Цените каждый момент, наслаждайтесь им, открывайте для себя новые места, загадывайте желание, чтобы к ним возвращаться. Будьте рядом с вашими родными, ведь никогда не знаешь, что будет дальше, и каждый следующий миг может круто поменять вашу жизнь. Считаю необходимым поддержать предложение Министерства обороны и Генерального штаба о проведении в Российской Федерации частичной мобилизации. Кать. Кать. Как дела? Чего такое? Что случилось? А? Потому что Что? объявили мобилизацию. Ну и что? Не хочу, чтобы никого забирали. И была война. Да никто не хочет войны, Кать.